Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Расклад Таро. Что произойдет в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте? Сам коридор длится по 3 марта, но эти дни определяют для нас более далекую стратегию на весь март месяц. Что ждет вас, по сути дела, в ближайшие дни? Ведь это уже вот-вот у нас уже на пороге этот период. И чего вы пока не видите, мои дорогие львы, что от вас скрыто? А между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе? Рассмотрим советы Таро с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема, мы это понимаем, останемся реалистами, всегда к этому призываю. Но все же, вот у нас первые карты «Цыганский старинный пасьянс». Именно о событиях четко нам говорят. Карты демонстрируют буквально. Вот давайте мы с вами и узнаем, что же там случится в ближайшие дни. Для львов, что для вас будет в приоритете? Или, может быть, как обстоятельства будут складываться, к чему приготовиться? Смотрите, прекрасное значение. Подкова. Раньше это был символ удачи. Но в пасьянсе это называется семейное счастье. И поэтому вопросы дома, вопросы семьи, имеется в виду как и отношения, но точно так же мы можем рассматривать, чуть-чуть сдвину, мы можем рассматривать вопросы недвижимости. У кого-то дома там порядок наводите или что-то обустраиваете, перестраиваете, переделываете, у кого-то ремонт. Или просто наслаждаетесь отдыхом дома, мои дорогие. Ну, дом– это моя крепость. Вот для вас, видимо, в этот период коридора затмений именно больше будет означать возможность как и отдохнуть, привести мысли, тело в порядок, это точно, потому что выпадает якорь. Но видите, как якорь, и одновременно у нас открытый путь, ключ. Ключ– это какая-то, может быть, судьбоносная история, событие, стечение обстоятельств. Поэтому, может быть, и карты, кстати, говорят о том, что как будто нужно привести себя и мысли в порядок, отдохнуть, что-то стабилизировать, потому что уже на кону открытый путь, новые возможности. Самое главное, нет помех. Смотрим дальше, что у вас еще совпадет. Не вижу пока совпадений. Давайте разложим до конца наш пасьянс. И у вас совпадает, я вижу, смотрите, голубь. В нашем пасьянсе это благополучие. Когда обычно совпадение присутствует, я говорю, у тебя все хорошо. Почему? Потому что даже если жизнь действительно не бывает полностью предсказуема, если поначалу, ну, какая-то кутерьма или что-то тут, знаете, переворачивается, ну, значит, постепенно как-то отстроится и этот порядок. У вас, мои дорогие львы, на период коридора затмений и с продолжением на март достаточно сильная позиция. Ну, может быть, нужно некоторые вопросы для себя, ну, как прояснить, что вы будете сохранять, чему вы отдадите предпочтение. Вот это, кстати, внимание, это будет, что я хочу продолжать, а чего я точно не хочу. И здесь нужно быть реалистом, потому что путь открытый, но какие приоритеты мы изберем, какие мысли мы как будто пошлем во Вселенную, такое завтра мы и получим. Вот примите это к сведению. Что у вас еще совпадает? Откровенно говоря, ну вот действительно, как хочется сказать, спокойное течение жизни. Но, может быть, и наблюдение, да, за тем, что происходит вокруг, как складываются обстановка, обстоятельства. Ну, где-то и люди. Выводы, наверное, мои дорогие львы, вы точно будете делать за период коридора затмений. Но для кого-то это именно личная история. Может быть, встречи важные, важные контакты, прежние, может быть, договоренности. У нас удивительное время, потому что хоть у нас и совпадает 17 февраля, это у нас новолуние, и, кстати, начало Нового года по китайскому календарю, это год огненной лошади, вот как раз начинается, и коридор затмений. Это та история, которая, несмотря на новолуние, вот так конфигурация транзитов в феврале, мы как будто закрываем какой-то гештальт. Поэтому определяться явно вы с чем-то будете. Вот давайте мы с вами узнаем, что от вас скрыто, чего вы пока не видите. А это случится, произойдет.
И что станет явным в связи с этим? Что прояснится в феврале и вами будет продолжено в марте? Что будет дальше, как бы, да? И в конечном итоге вот к чему это все идет, для чего это было нужно или к чему приготовиться, я это тоже не исключаю. И по основным сферам жизни, что ждет в личной жизни, что ждет львов в личной жизни, и что ждет в отношениях в целом, что ждет в работе, и финансы также что ждет? Так что ж там скрыто от вас, чего вы не видите? Праздника не видите. Вы пока не видите, что какая-то ситуация для вас разрулится, как будто, да, с большими плюсами, с большими бонусами, мои дорогие львы. Какая-то ситуация может быть даже по отношениям. Все же мы все разные. Может быть, тройка иногда нам будет говорить о том, что на вашу жизнь оказывают влияние третьи силы, какие-то обстоятельства или третьи люди. Может быть, это и на сферу взаимоотношений. Вот это вот где-то скрыто, да. Есть действительно как и обстоятельства, так и люди, которых вы пока, ну, не имеете возможности лицезреть. Тут, скорее всего, тут и человек может проявиться, тут может проясниться какой-то вопрос. Посмотрите, у вас на кону ваше благополучие. Вот действительно, карты Таро дополняют карты пасьянса. Ну, конечно, мы по императрице, будем реалистами, мы всегда надеемся на себя. И карта говорит, ты сейчас ресурсен, лев. Тебе этот период дается для того, чтобы ты обустроил свою жизнь, вот свое, может быть, личное счастье. Может быть, мои дорогие, у кого-то это будет связано, если меня смотрят девочки, неважно, какой у вас возраст, возраст– это только паспорт. Это для вас именно ваши какие-то желания, это ваши задумки. У кого-то это может быть даже проект, как хобби, монетизация хобби или вашего творчества. Ведь императрица плодовита, но плодовита у кого-то проиграется буквально. Вы можете узнать, я жду ребенка. Вот такое может быть. Но кому это актуально по возрасту и желаниям. Мои дорогие мужчины, вы можете тоже узнать, ваша женщина ждет ребенка. Или, мужчина, это для вас может быть какая-то важная женщина в вашей жизни. Любимая женщина, мать или руководитель проекта. Все вот тут тоже может быть такое значение. Может быть, это вы о ней узнаете чуть больше, или какие планы строит императрица. Возможно, это в паре вы будете, потому что праздник. Будете что-то обустраивать, мечтать, может быть, с кем-то, я этого тоже не исключаю, но все же для каждого из вас, мои дорогие, договариваться придется. Императрица– это та, которая плодовита, мы говорим, да, и не только буквально. Это на планы, на идеи, на творчество, на креативность, и она умеет это создать в реальной жизни, при этом надеется сама на себя и умеет договориться. Вот основные такие моменты, то, что скрыто. Может быть, вы будете видеть, что есть ситуации, когда не надо ее педалировать, не надо в ней, может быть, участвовать, может быть, себя и нужно сохранять. Я могу предположить, что кто-то будет выходить из сложных, запутанных ситуаций, и у вас это получится. А что же прояснится, что станет явным? Ну вот нечего мне добавить. Кстати, то, что я сказала для девочек, для мужчин, действительно может быть как время вашей силы, мои дорогие девочки, карта. Конечно, сила– это всегда женская сила. А для вас, мои дорогие мужчины, это страстная любовь. Или важная женщина, с которой очень хочется быть вместе. Может быть, это и недавнее знакомство. Мои дорогие девочки, у вас тоже может быть такое недавнее знакомство или какие-то контакты, вполне вероятно. Или, может быть, человека вы знали давно, а здесь поворот в отношениях. Вот я такого не исключаю. Все-таки два старших аркана. Вам будут говорить комплименты, будут оказывать знаки внимания, а вам, мои дорогие мужчины, наоборот, захочется эти знаки внимания кому-то оказывать. Почему? Потому что действительно есть женщина, которая как магнит, она притягивает. Она для вас очень важный человек в вашей жизни. И опять же, договариваться приходится. Но присутствующий на карте лев, прообраз нашего эго, тоже, говорит, придется нам от какой-то правды, от ясности себя все же словно сдерживать. Потому что мы можем, ну, либо что-то совершить такое, о чем потом пожалеем, либо мы можем поддаться вот этим эмоциям сильным, да. А у нас, знаете, весь год огненной лошади буквально с первых дней, тут еще столько транзитов.
Лошадь дает физическую силу, она что-то ускоряет, да, сами процессы. Может быть, для кого-то из вас ожидается много дорог, каких-то перемещений, вот этот жизненный драйв. Но год лошади– это год азарта, мои дорогие. Поэтому тут, особенно по части азартных игр, будьте осторожны. Я не говорю, что там лотерейку какую-то купить, ну так, на удачу, а уж там как получится, да. Но это не точно не время для азартных игр. И я вообще часто говорила и в предыдущий год, и да вообще все мои видео. Помните, что в любой момент какая-то игра может перейти в опасность. А с учетом, что у нас ожидается в конце апреля, когда Плутон у нас уже в Водолее, мы говорим, а в Уране, Уран перейдет еще и в Близнецы. Вот это будет какая-то такая трансформация, когда легкие деньги опасны. Поэтому мы на это не надеемся. Но у вас, повторюсь, сильная позиция. И именно по каким-то сильным основным вашим, ну или приоритетным сторонам, ключевым вопросам вы здесь будете что-то прояснять. И приток жизненных сил, энергия. Вот к чему все идет, к чему приготовиться. У кого-то, правда, построение карьеры. У кого-то точно так же будут серьезные разговоры по части вашего статуса. Статус имеется в виду на работе. У кого-то это будет личная жизнь. Правда, мои дорогие? Девятка пентаклей, к чему приготовиться? Это, знаете, как новая какая-то финансовая, может быть, дисциплина или новые финансовые возможности. Может быть, это даже как дополнительный заработок. Да, тут может быть предложение какой-то работы, о которой вы будете сомневаться. Но это мы немножко смотрим вперед. Может быть, для вас ваш статус, мои дорогие львы, имидж вот здесь должен быть словно как на высоте, да? Может быть, кто-то и будет менять этот имидж даже, потому что как статус обязывает. Опять же, я этого тоже не исключаю. Но с чем вы можете столкнуться? Вы можете столкнуться, да, вот к чему приготовиться. Холодная карта, король мечей. Вам здесь нельзя, опять же, идти на эмоциях. Вот две карты старших арканов, внимание, которые нам говорили о дипломатии, об взаимоотношениях, выстраивании какой-то правильной парадигмы с людьми. Может быть, это и социальное окружение, какое-то более далекое, но и близкое окружение тоже. И здесь нельзя на себя взять какие-то обязательства, которые или сделать что-то неверно, вот будьте внимательны к этому периоду, февраль, до конца февраля и март, потому что придется постоянно анализировать, как слово ваше отзовется, что вы подписываете, какой документ, куда ставите печать, если таковая имеется, или свою подпись, потому что по королю мечей здесь может быть такая ситуация сложиться, что если мы что-то сделали на авось, нам пространство вернет это, да, и нам потом придется в чем-то участвовать или как что-то расхлебывать. Я такое могу допустить. И все же мы смотрим, да, с позиции позитивной психологии, кто предупрежден, тот вооружен. Потому что восьмерка мечей– карта искаженного восприятия, а здесь карта успеха. И вот все то, что я сказала о годе лошади, вы можете с первых дней чувствовать, да, какой-то азарт, и есть возможность. Вроде вы даже будете чувствовать, что у меня сейчас что-то идет в гору. Или я могу выруливать на обгон, или у меня уже теперь, как у более прочной моей позиции. Это где-то замыливает, притупляет наше восприятие, критическое мышление. И мы думаем, что вот так будет всегда. А тут нет. Тут явно есть то, что вы пока, к примеру, вы не знаете законы. Или когда вы на что-то соглашаетесь, добудьте для себя самих дополнительную информацию, на что вы согласились. Потому что всегда по этой карте тут много значений. Здесь идут и законники, здесь идут правоохранительные органы, люди в погонах, погоны бывают разные. Узкие специалисты у кого-то идут, юристы, адвокаты, мои дорогие, у кого-то буквально, может быть, проиграется, что вам какую-то денежную тему, вопрос нужно, ну, как прояснить с адвокатом или с вашим юристом. И для кого-то даже может быть такая конфигурация, я не верю этому юристу. И тогда вы пойдете дополнительные методы какие-то использовать или консультации, чтобы что-то прояснить. Вы явно что-то будете прояснять. Но тут мы должны как будто даже для себя правильную стратегию взаимоотношений снова, повторяюсь, это раз, но и ваше критическое мышление в каких-то вопросах с документами, с финансами, с работой. Оно у вас должно быть выверено до мелочей.
и никакого риска. Но, с другой стороны, вот этот вот азарт или, знаете, как желание продавить какой-то свой авторитет, вот это тоже было бы ошибку. Потому что вы действительно ослабляете тем самым, ну, вот это критическое мышление. Ладно, давайте узнавать, что же там ждет вас в личной жизни. Ну, по королю Пентакли это вот конкретно и личная жизнь. Может быть, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Словом, это будет близкий человек, и не обязательно, что он должен принадлежать к знакам зодиака стихии воды, хотя может там иметь асцендент или быть по Луне. Мы не всегда знаем. Давайте немножко проясним, и мы достанем 3 позиции. Первая позиция для тех, кто в паре. Ну, тут может быть элементы недоверия. У кого-то может быть какая-то не самая красивая ситуация, когда вы вкладывались в отношения. Или, может быть, была какая-то неточность, нечестность. У кого-то могут быть сложные отношения именно потому, что вы не сумели договориться. И иногда это обман буквально проходит. И поэтому мы как на выборе. Здесь вы можете действительно получить какое-то предложение или какую-то весть, которую вы тоже, с одной стороны, можете сами не доверять, но и где-то карта вас призывает к осторожности. Нельзя вот какой-то ляпсус совершить. Если мы говорим в целом, что ждет в отношениях. Ну, пусть это даже где-то мы возьмем социальную, да, сферу или далекое, как мы говорим, окружение, недавних знакомых. Но тут нельзя замечтаться, это точно. И все то, что я говорила по верхнему ряду, для вас более чем актуально. А что это такое? Ваша задача уходить от каких-то навязанных историй, от навязанных вам мнений или каких-то задач. Может быть, для кого-то из вас сложные отношения в паре? Или есть какая-то ситуация, когда вам... А вот смотрите, нам снова говорит пятерка пентаклей, что взаимопонимание как будто нарушено, и вследствие этого провисают и финансы. Всегда это недостаток. Нам как будто тут придется договариваться. Есть какая-то тема, может быть, это у кого-то конкретная, материальная. Возможно, это касается даже тех, кто вроде бы как в паре, да, но вот то, что мы называем одиночество вдвоем. У кого-то может быть и ссора, вообще странно. Так к чему это все идет? Давайте узнаем. Какая-то сложная история. Но, вы знаете, примириться тут можно, разобраться с чем-то точно. Я должна сказать, мы все разные. Явно есть какой-то камень преткновения, почему-то нам так показывают. Может быть, это связано, кстати, у кого-то с детьми. Потому что пажи– это вестники, либо вот эта новость, либо конкретно ваш ребенок, пусть даже взрослый. У кого-то это отношение на расстоянии, мои дорогие. Возможно, была даже семья или это ваш близкий человек, с которым прежде были взаимоотношения более чем хорошие, но по какой-то причине, ну, как люди отдаляются. И вы знаете, здесь по этой карте тут старший аркан. Будете решать буквально вы. Но оттолкнетесь вы от того, насколько вы видите перспективу с этим человеком. Вот здесь не захочется наступить на горло собственной песни. Может быть, прежде вы в чем-то участвовали, здесь вы будете видеть, а нужно ли. Ну, по крайней мере, такой вопрос, а надо ли, вы явно будете себе задавать не раз в период коридора затмений, и это пойдет на март, потому что, ну, вот как-то так складываются обстоятельства или такие новости. Для кого-то из вас это вообще будет желание переехать. У кого-то из вас переезд с семьей, может быть, такое тоже допускаю, куда-то очень далеко. Или работа на дому. И тут могут быть не согласны, как с вашей работой на дому, допустим, дополнительный заработок. Или могут быть возникнуть как минимум прения именно по части переезда, перемещения. Может быть, и вашей работы с командировками. Тут явно есть какая-то составляющая, когда вы пытаетесь решить финансовую, может быть, проблему, вопрос, но это каким-то образом не устраивает других. Ну вот есть какая-то, может быть, и дилемма, пусть даже у кого-то и все устраивает, есть семья, но есть обязанности, есть маленькие дети или те дети, которые требуют внимания. И вам тогда, мои дорогие львы, вот нужно какое-то среднее арифметическое принимать. Потому что тут по аркану звезда мы точно не можем отказаться от нового статуса, от карьеры. Может быть, от новых вообще каких-то перспектив или личных отношений. Пусть у вас ваше личное счастье не сложилось, но вы проживаете в семье, воспитываете своих детей. И, значит, тут тоже какую-то более далекую дистанцию лет на 10 для себя тут неплохо бы было
обозначить. У кого-то это может быть, вот на всякий случай скажу, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, близнецы или дева, или имеет там асцендент. И, может быть, будут сомнения именно потому, что, ну, вот нет доверия. Вот есть какой-то такой тонкий нюанс, который либо ваш опыт прежний будет вас от чего-то останавливать, либо, ну, какая-то конфигурация, когда есть все равно детали, которые вас заставляют быть внимательным, потому что вы допускаете: "Нет, я не хочу попасть опять же в просак". Но я не исключаю, мои дорогие львы, что вам точно так же по аркану Маг захочется доминировать. И я уже говорила об этом, поэтому маг– великий практик, это не про магию ни разу. Но для вас, если мы сказали, да, что перед вами как какие-то очень широкие просторы открываются, богатые перспективы, но каким-то образом ваша статусная жизнь на работе или построение карьеры, или у кого-то развитие личного дела бизнеса может вплотную пересекаться с личной жизнью. Или попросту вы воспитываете детей один или одна. Я знаю таких тоже много среди моих подписчиков и зрителей. Но вот нельзя, придется действительно совмещать как и взаимопонимание, так и решение финансовой ситуации. Ладно, давайте узнаем для тех, кто один или одна, возможно ли знакомство. Да. Причем знакомство возможно на работе или когда вы что-то изучаете, когда вы участвуете, может быть, в каких-то мероприятиях, идете к кому-то в гости, или когда вас могут с кем-то познакомить. Или для тех, кто один или одна, это, возможно, вы уже этого человека знали, и он как-то проявится по-другому. Но то, что не остаться в сольном варианте, это железно. Давайте узнаем для тех, кто в сложных отношениях. Какое-то основное решение вы будете принимать. Выход из лабиринта, я называю туз мечей. Вы можете узнать какую-то новость или какую-то деталь о человеке, и это будет своеобразным триггером к принятию ваших решений. Вот именно теперь, февраль-март, вы как будто делаете свой выбор. Буду я продолжать отношения или нет? И повторюсь, вы зависите от обстоятельств. Или вот и мы говорили с вами, вы наблюдаете. Вот вы можете наблюдать, продолжая отношения за каким-то человеком и делать важные выборы. Потому что аркан колесницы– это карта успеха, но это еще и карта выбора. Нам туда или сюда, буквально вот так. И для кого-то продолжаю или нет, или я все постепенно завершаю. К чему это все идет? У кого-то эта карта будет говорить, что должно закончиться ожидание. Может быть, это были долгие отношения, когда, ну, вы вынуждены были соглашаться. Ради того, чтобы гармоничная была обстановка. Вот у кого-то и так. Здесь, тем не менее, нам говорят, и если что-то важное, да, объединяет ваши души, если вы сможете смотреть в одном направлении, да. Мы все разные, но тем мы и отличаемся именно от тех, кто живут в паре, когда двое разных людей умеют правильно выстроить свои какие-то приоритеты, которые важны для одного и для второго. Тогда у нас получается пара. Но для кого-то иногда это карта ожидания, когда вы тоже можете сказать «ни шагу назад». Потому что карта все же нам говорит: не оглядывайся назад. Поэтому даже если может быть примирение, ну, тогда мы друг другу не вспоминаем, что там было раньше, что ждет по работе. Вот смотрите, у кого-то, правда, рабочая ситуация, рабочие отношения, может быть, какая-то дружба, контактное лицо. Тут замечтаться нельзя. Это может быть и предложение, от руководителя, которое вы будете обдумывать, принять или нет. Кто-то будет даже ставить под сомнение, а нужно ли мне с этим соглашаться. Все же по королеве мечей это прообраз Юдифи. Это нам говорят о том, что надейся сам на себя, лев, правда? Ну и вот то, что по документам я говорила, да? Деньги и документы или какие-то дела, ваши подписи, может быть, какие-то отчеты или денежные документы. Вот что вы ведете, что вы подписываете. Здесь должно быть абсолютно все под контролем. Как будто наступает то время по работе, что ждет в работе. Вам тоже выбрать правильные приоритеты. Вот это точно. В нашем раскладе мы можем сказать, что вот эта карта, она как кульминация. Куда я иду? Туда или сюда? Как будто вы дошли
до какого-то, может быть, тупика, да, или какой-то стены. Вот вы упираетесь и понимаете, что дальше дороги так нет. Мне либо направо, мне либо налево. Какой-то глобальный вывод, у кого-то глобальный вывод по отношениям, а у кого-то еще будет совпадать с работой. Потому что девятка всегда говорит, девятка жезлов, во-первых, девятка по нумерологии, будет что-то меняться, будет меняться руководство, будут какие-то новые постулаты, приказы, да, вот какие-то новые веяния у вас на работе, к этому тоже будьте готовы. Но и с другой стороны, всегда эта карта говорит о том, что есть что-то в вашей жизни. Когда вы говорите себе «и я сделал все, что мог», наступает время идти вперед. Финансы, что ждет, ну вот на этот месяц, как будто, да, может быть, конец февраля, мы остаемся финансами довольны. В целом так вот, да. Но карты ведь нам тут же сказали, что для тебя, Лев, будет важно какую-то стратегию продумать дальше. Может быть, вот уделить внимание у кого-то дополнительному доходу или просто построению карьеры. Но по финансам так или иначе, вот смотрите, у вас выпало семейное счастье подкова, а здесь у вас еще и туз кубков, и праздник после победы. Опять же возвращаюсь, что вот этот период, да, когда взаимоотношения определяют и деньги. У кого-то деньги как помощь от вашего партнера, дополнительные бонусы. И здесь вот взаимопонимание, даже правильно выстроенные взаимоотношения на работе, с руководителем, с коллегами, они для вас создают какой-то очень мощный ореол доброты, когда к вам более лояльно относятся, а вы за это буквально получаете материальные какие-то бонусы. Вот здесь через взаимоотношения у вас больше денег. Обдумайте вот этот тонкий нюанс. Но у кого вопросы по жилью, тут мы тоже можем решить. Праздник после победы. По сути дела, тут действительно по финансам может разрешиться даже какая-то сложная ситуация, когда вы ей останетесь довольны. Ну а если, дай бог, и нет такой сложной ситуации, то тут прогресс очевиден. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы поддерживаете мое творчество, мой канал и пишите мне добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь как и на мои каналы, так и читайте мои публикации. Все ссылки на гороскопы, на статьи по психологии я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.